На Ближнем Востоке складывается крайне напряженная ситуация, где все больше признаков указывает на то, что вероятность масштабной войны с Ираном растет. США перебрасывают в регион значительные военные силы. На авиабазу Аль-Удейд в Катаре уже прибыли самолеты-заправщики вместе с истребителями, а десятки других воздушных судов пока остаются на британских авиабазах, ожидая приказа на переброску ближе к зоне потенциальных боевых действий. Одновременно в Средиземное море направлена крупнейшая атомная авианосная группа USS Gerald Ford. Авианосец прошел через Гибралтарский пролив и вошел в регион. Подобная концентрация американских сил в регионе наблюдалась и перед предыдущими ударами по Ирану. Арабские аналитики трактуют такие шаги, как попытку усилить давление на Иран и заставить его вернуться к переговорам. Не менее примечателен дипломатический аспект. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдель-Рахманом Аль-Тани. В израильских и международных СМИ это событие освещается по-разному. Некоторые источники сообщают об извинениях за израильский удар в Катаре, другие — о выражении сожаления по поводу гибели гражданина Катара. В официальном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля подчеркивается, что целью удара был Хамас, а не Катар, и Нетаньяху заверил, что подобные инциденты больше не произойдут. Также он заявил о готовности обсудить спорные вопросы в формате трехсторонней рабочей группы при посредничестве США. Интересно, что извинения или сожаления Нетаньяху прозвучали во время телефонного разговора, организованного непосредственно из овального кабинета по инициативе Дональда Трампа. Белый дом вскоре после этого представил свой план урегулирования конфликта, заявив, что документ был принят Израилем и арабским миром. Однако катарский премьер подчеркнул, что план требует доработки, уточнения ключевых положений и согласования с палестинскими группировками. Он также выразил надежду, что стороны проявят конструктивный подход, а Хамас обещал рассмотреть предложенные инициативы. Примечательно, что Трамп подписал указ, в котором заявлено, что любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара США будут рассматривать как угрозу своей безопасности, с возможностью применения дипломатических, экономических и, при необходимости, военных мер. Этот шаг американской администрации воспринимается как гарантийный механизм в отношении Катара после инцидента. Параллельно обостряется морская ситуация. Флотилия Global Sumud, направляющаяся в Газу с гуманитарной помощью, сопровождается военными кораблями Испании, Италии и Турции. По мнению французского аналитика Арно Бертрана, такое сопровождение создает мощный сдерживающий эффект. Израиль теперь вынужден учитывать риски прямого столкновения с кораблями стран НАТО. При этом турецкие беспилотники продолжают вести наблюдение за перемещением флота. Но уже появляются сообщения о том, что большая часть этих судов была остановлена израильскими силовиками на подходе к берегу Газы. Внутри сектора Газа ситуация на земле также меняется. По данным израильского Минобороны, Цахал взял под контроль коридор Ницарим, который отсекает южную часть сектора от остальной территории, усиливая блокаду вокруг анклава. Глава израильского ведомства заявил, что контрольный режим ужесточится. Те, кто выходит из Газы на юг, будут проходить через блокпосты Цахал. Тех, кто останется в Газе, власти Иерусалима будут считать боевиками и пособниками терроризма. Эти заявления усиливают тревогу по поводу гуманитарной ситуации и ограничивают возможности безопасной эвакуации гражданских, даже при наличии гуманитарных конвоев и международных призывов к защите мирного населения. Хамас тем временем формулирует основания для своей вероятной позиции по предложенному плану. Представитель движения уже заявил, что группировка отвергнет два ключевых пункта – разоружение формирований и размещение иностранных войск в анклаве. По их оценке, ввод международных сил стабилизации рассматривается как новая форма оккупации. Подобная позиция затрудняет быструю реализацию любых соглашений, даже при активном давлении со стороны арабских посредников и Вашингтона. Ситуация осложняется и сирийским направлением. По данным местных источников,
Турция перебрасывает военные подразделения и технику на авиабазу Кувейрес вблизи позиций сирийских демократических сил. Там уже развернуты бронемостоукладчики «Самур», вертолеты и неуказанные системы ПВО. Эти шаги могут означать подготовку Турции и сирийских правительственных сил к совместной операции против СДС. Одновременно турецкая армия усиливает позиции вдоль приграничных районов в Таль-Абьяд и Рас-эль-Айне. На этом фоне также фиксируются дипломатические контакты между Анкарой и Тегераном. Министр обороны Ирана совершил визит в Турцию в рамках развития военного сотрудничества между странами, что добавляет новый уровень координации в регионе. На этом фоне звучат и символические сигналы. Израильские военные исполнили государственный гимн на территории сирийской провинции Эль-Кунейтра, в том самом месте, где 5 десятилетий назад поднимался сирийский флаг. В 1974 году бывший президент Сирии Хафез Асад поднял сирийский флаг после возвращения региона под контроль Дамаска по соглашению о разъединении сил. Спустя 5 десятилетий, 8 декабря 2024 года, израильские подразделения заняли эти территории, не встретив сопротивления на фоне падения правящего баасистского правительства в Сирии. Это событие вызвало широкий резонанс, так как напрямую связано с вопросами контроля над сирийскими территориями в условиях ослабления Дамаска. Иран, в свою очередь, демонстрирует готовность к жесткому ответу. В заявлениях представителей Корпуса стражей Исламской революции подчеркивается, что в случае новой войны будут нанесены удары намного более тяжелые и сокрушительные, чем в прошлом. Генералы и официальные лица прямо говорят о возможности серьезной эскалации против израильских целей. В прессе появляются и предостережения со стороны офицеров других стран. Отставной американский полковник Лоренс Уилкерсон предупреждает, что любая атака Израиля по Ирану может привести к катастрофическим последствиям для Иерусалима и сломать нынешний баланс сил. Такие заявления усиливают ощущение риска ошибки подсчета, когда локальный удар перерастает в региональный конфликт. Дополнительным штрихом к общей картине стали необычные детали, на которые обращают внимание аналитики. Так, в Вашингтоне фиксируют резкий рост заказов на пиццу в правительственных кварталах, что в социальных сетях окрестили индексом пиццы Пентагона. Подобные всплески ранее интерпретировались как косвенные признаки чрезвычайной активности в военных ведомствах и служат примером того, как даже мелкие индикаторы воспринимаются как маркеры напряженности. Вместе с тем, на фоне напряженности в регионе продолжаются дипломатические контакты. В Турции прошло заседание Совета Безопасности под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана, где обсуждались отношения с Арменией и транспортные коридоры в регионе. В свою очередь, спикер парламента Армении Ален Симонян участвовал в мероприятиях, посвященных 65-летию независимости Кипра, подчеркнув традиционно дружеские связи двух стран. Эти события служат напоминанием, что региональная политика ведется на нескольких уровнях одновременно – от локальных военных маневров до инфраструктурных и экономических проектов. В американской внутренней политике Дональд Трамп активно использует ближневосточную повестку для укрепления своих позиций. На встрече с военными он заявил, что урегулировал конфликт между лидерами Армении и Азербайджана, назвав Никола Пашиняна «великим парнем». Однако реальная ситуация в регионе далека от стабильности. Мирные соглашения часто носят хрупкий характер, а риски новой эскалации сохраняются. Таким образом, мы наблюдаем сочетание сразу нескольких кризисов: возможная война США и Израиля против Ирана, усиление блокады и внутренняя реорганизация контроля в Газе, морская блокада и ее потенциальный прорыв флотилией Global Sumut, турецко-сирийские и турецко-иранские военные маневры, а также символические шаги Израиля на сирийских территориях. Все это формирует крайне напряженный фон, где любое неверное движение может привести к непредсказуемым последствиям не только для региона, но и для мировой безопасности. Таким образом, на фоне растущей военной активности в регионе и дипломатических маневров между США, Израилем, Катаром и арабскими странами все больше внимания привлекает и так называемый «мирный план Трампа по Газе».
Этот документ, представленный президентом США Дональдом Трампом, оказался не столь однозначным, как выглядело на публичных заявлениях в Белом доме. Согласно публикациям, в текст были внесены изменения по требованию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что вызвало серьезное раздражение у ряда арабских стран, вовлеченных в переговоры. Если публично Трамп заявил, что план согласован всеми сторонами, то за кулисами процесс оказался куда более сложным. Катарский премьер Мухаммед бин Абдель-Рахман Аль-Тани, как отмечают источники, представил проект лидерам Хамас в Дохе. Условием катарской стороны для такого посредничества стало сожаление Нетаньяху о недавнем авиаударе Израиля по Дохе, где погиб гражданин Катара. Хамас, в свою очередь, согласился рассмотреть предложение и обещал предоставить ответ в ближайшие дни. Изменения, внесенные Нетаньяху, коснулись ключевых пунктов. Теперь вывод израильских войск из Газы жестко увязывается с процессом разоружения Хамас и дает Израилю фактическое право вето. Даже после завершения всех этапов соглашения израильские силы сохранят присутствие в периметре безопасности вокруг анклава, что, по мнению экспертов, может означать продолжительную или даже бессрочную оккупацию. Эти поправки вызвали возмущение у представителей Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Турции. Катар предлагал отложить публикацию деталей плана, однако администрация Трампа все же обнародовала документ. В итоге 8 стран региона выпустили заявление, где приветствовали усилия США, но не выразили полной поддержки. Тем не менее, в плане остались и положения, которые арабские страны сочли положительными для палестинцев. В частности, речь идет о гарантиях против насильственного переселения населения Газы, об увеличении гуманитарной помощи, об отказе от аннексии Западного берега и о поддержке США права палестинцев на самоопределение. Президент Палестины Махмуд Аббас даже охарактеризовал инициативу как усилия, направленные на прекращение войны, заметно мягче, чем в прошлые годы, когда его администрация полностью отвергала подобные проекты. Отдельный пункт документа касается судьбы заложников. В течение 72 часов после подписания соглашения предполагается их возвращение, однако пока не ясно, начался ли этот отсчет. При этом США и Израиль настаивают, что у Хамас остаются лишь несколько дней для согласия на предложенные условия. Сам Трамп в своей привычной манере заявил, если Хамас откажется от сделки, Израиль получит полную поддержку для того, чтобы сделать то, что должно быть сделано. BBC и другие международные издания со ссылкой на источники в Хамас отмечают, что группировка, вероятно, отвергнет план Трампа, поскольку в его нынешней редакции он служит интересам Израиля и игнорирует ключевые требования палестинцев. Хамас прямо указывает на несогласие с пунктами о разоружении и о вводе международных сил в Газу, рассматривая последние как новую форму оккупации. Таким образом, дипломатическая интрига вокруг плана Трампа добавляет еще один уровень неопределенности в и без того взрывоопасную ситуацию. На карту поставлено многое: судьба Газы, баланс сил в регионе и перспективы дальнейшего мирного процесса. Регион стоит на перекрестке одновременно военных маневров, дипломатических уступок и жестких политических условий. Концентрация сил, жесткие заявления и противоречивые инициативы демонстрируют: путь к деэскалации будет сложным и требует серьезной международной координации. Подписывайтесь на наш канал и следите за развитием событий. Это история, которая формируется сейчас и будет иметь последствия на годы вперед.